Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о покрытых тайной ночи загадочных лесных птицах, о которых мы знаем не так много. Они пугают, восхищают и завораживают своей красотой. С детства мы слышим о них рассказы и легенды, убеждаясь практически в потусторонней силе этих живых существ. Но пора немного развеять таинственный флер и узнать, кем на самом деле являются эти прекрасные представители ночи. Еще в Древней Греции сову изображали вместе с богиней мудрости Афиной. И даже сейчас на различных логотипах учебных заведений рисуют сов, как символ мудрости и знаний. На самом деле сова не очень умная птица, по своим способностям сильно уступающая воронам. Развитие умственных способностей у хищниц останавливается после приобретения ими достаточных навыков для выживания. Сова – хищная птица из отряда совообразные. Он включает более 200 видов пернатых. Обитают практически по всей планете, хотя их очень трудно встретить, так как эти птицы очень скрытны и гнездятся в укромных местах. Большинство сов живут в лесах, а некоторые на открытой местности. Как правило, птицы живут в дуплах и гнездах, а некоторые виды могут найти дом себе в горах, пустынях и степях. Окрас большинства видов содержит темные тона, что позволяет оставаться незамеченными в ночное время суток и упрощает охоту. Большинство видов имеют на перьях серые, черные и темно-коричневые цвета, причем практически всегда один оттенок является преобладающим, а остальные присутствуют в виде пятен. Интересно, что глаза сов всегда смотрят прямо вперед, двигаться в глазнице они не могут. Взамен этого эволюция наделила их способностью поворачивать голову на 270 градусов. Это не очень удобно, но обзор у птиц отличный, так что жаловаться им не приходится. Зрение совиных является очень острым в темное время суток. Правда, видят мир они в черно-белых тонах, что, впрочем, ночью значения не имеет. У некоторых видов возникают небольшие проблемы со зрением в светлое время суток, но все равно видят они неплохо. Каждый вид сов обладает индивидуальными повадками и особенностями. Некоторые всю жизнь проживают на одной территории и покидают ее лишь в редких случаях. К таковым относится филин. Но определенные виды периодически мигрируют на другие земли. Например, зимой белая сова улетает из тундры на юг. В большинстве случаев птицы проживают парами или группами. Наибольшая активность проявляется в ночное время суток. Днем совы отдыхают и набираются сил, а с наступлением темноты отправляются на охоту. Вопрос: чем же питается птица-сова в природе, интересует многих людей. Эта птица, как в естественной среде обитания, так и в неволе поедает грызунов, небольших птиц, насекомых, животных. Рацион зависит от места обитания совы. Маленькие совы едят в основном насекомых, а живущие в прибрежных территориях птицы едят рыбу, крабов и мидий. Совы, обитающие в тропических странах, едят фрукты, растения и ягоды. Сова может по несколько месяцев жить без воды, утоляя жажду кровью жертв. Наличие естественных врагов у сов зависит от среды их обитания. В горной местности это могут быть орлы и грифы, в лесостепной – ястребы и другие хищные птицы. На молодых полярных сов иногда нападают песцы и поморники. У крупных филинов естественных врагов практически нет. Изредка бывает, что на их птенцов нападают медведи и волки. Совы образуют моногамные пары. Пара сов не строит своего гнезда. Они занимают расщелины, дупла или брошенные другими птицами гнезда. Болотные совы строят гнезда на земле в плотной растительности. Размножаться совы могут один или несколько раз в год. Все зависит от количества пищи в месте обитания. В кладке может быть от 3 до 10 яиц. Яйца сов белые, шарообразные и сравнительно малы. Яйца насиживает сова-самка. Самец участвует в кормлении потомства. Очень часто в гнезде проживают птенцы разного возраста. Родители выкармливают все потомство, но большую часть уделяют старшим совятам. Птенцы совы старшего возраста при нехватке пищи могут даже съесть своих младших собратьев. Дикие совы могут прожить от 5 до 15 лет. Возраст во многом зависит от количества врагов, погодных условий и объема кормовой базы.
Больше остальных сородичей живет филин – 15-20 лет. Совы, хотя и являются хищными птицами, они достаточно полезные для окружающей среды, поскольку уничтожают множество вредных насекомых, грызунов и других животных. В последнее время наметилась тенденция к тому, что некоторые виды оказались на грани вымирания, поэтому встречаются довольно редко. В Красную книгу и приложение Второй конвенции внесена полярная сова, а также другие виды, которые требуют охранных мероприятий. Эти птицы также участвуют в процессе массового распространения плодов и семян различных деревьев, кустарников и растений. В результате происходит природное распространение семенного материала. Особенно это важно в тех случаях, когда стихийные пожары массово уничтожают тысячи гектаров леса. В результате сгорает все, в том числе и семенной материал. Если бы не птицы, то на таких участках ничего бы не росло. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск до конца. Жмякайте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Берегите природу и всем пока!